Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поговорим о пророчествах, которые до сих пор вызывают широкий интерес и многочисленные дискуссии. Наш герой этого видео – чеченский прорицатель Айзен, чьи предсказания о будущем России и мира поражают своей точностью и глубиной. В этом видео мы рассмотрим ключевые пророчества Айзена, уделив особое внимание его видению о роли России как мессии, спасителей мира от того или иного зла. Узнаем, что ждет нашу страну и весь мир в ближайшие годы и как предсказания Айзена могут повлиять на нашу жизнь. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в захватывающий мир пророчеств и узнать, что же нас с вами ждет в будущем. Мавсар Адуев, более известный как Айзен, родился в Чечне в середине 20 века. Он вырос в традиционной мусульманской семье, где с детства ему прививали уважение к религии и духовным ценностям. Айзен рос в окружении родных гор и живописной природы, что сыграло значительную роль в формировании его мировоззрения и духовного пути. С ранних лет Мавсар проявлял необыкновенные способности к обучению и к спорту. Он активно занимался различными видами физической активности, что помогло ему стать не только физически сильным, но и закаленным духом. Эти качества позже станут важными в его жизни как предсказателя и духовного лидера. Дар предвидения открылся Айзену в возрасте 33 лет, когда он уже был зрелым и состоявшимся человеком. Однажды вечером ему привиделась девочка в белых одеждах, похожая на ангела. Она вошла в его комнату и, взяв за руку, повела его по солнечному лучу. Айзен описывает это видение как ясное, яркое, словно происходившее наяву. Девочка и Айзен поднялись высоко в космос и, обернувшись, увидели Землю. «Видите эту планету? Вам необходимо сохранить ее», — сказал ангел. Это видение стало переломным моментом в жизни Мавсара. Оно дало ему понимание своей миссии и открыло дар предсказания. С тех пор Айзен стал видеть будущее и использовать свои способности во благо людей. Айзен всегда был глубоко религиозным человеком, и его дар предвидения тесно связан с его духовными убеждениями. Он изучал ислам и другие религии, черпая из них мудрость и вдохновение. Религиозные тексты и учения помогли ему лучше понять свою миссию и роль в этом мире. В своей практике Айзен сочетает традиционные исламские знания с элементами суфизма и другими духовными течениями. Он верит, что его дар – это Божий дар, который нужно использовать для помощи людям и сохранения мира на земле. В своих проповедях и предсказаниях он часто обращается к религиозным темам, призывая людей к духовному очищению и единению. Айзен считает, что мы должны сохранить Землю и прийти к тому, чтобы на нашей прекрасной планете была гармония. Его родители были людьми глубоко религиозными, что оказало значительное влияние на мировоззрение Айзена и его духовный путь. Семья и окружение сыграли важную роль в становлении Айзена как личности. Он рос в окружении близких людей, которые поддерживали его во всех начинаниях. Сегодня у Айзена большая и дружная семья, 5 детей и множество внуков. Он гордится своими детьми, среди которых 3 сыновей, и активно участвует в их воспитании, передавая им свои духовные и жизненные принципы. С юных лет Айзен проявлял не только духовные, но и физические способности. Он активно занимался спортом, что помогло ему стать физически сильным и выносливым человеком. Его спортивные достижения включают участие в различных соревнованиях и победы в спортивной дисциплине, которые требуют не только силы, но и дисциплины.
В возрасте 72 лет Айзен сохраняет отличное здоровье и физическую форму. Он продолжает заниматься спортом, демонстрируя удивительные физические способности, такие как отжимания на пальцах и подъем тяжести. Его пример вдохновляет многих людей вести здоровый образ жизни и заботиться о своем теле. Кроме спорта, Айзен активно участвует и в общественной деятельности. Он является известным общественным деятелем и поэтом, выступая на различных мероприятиях и конференциях. Также его пророчество охватывает широкий спектр событий, от политических до природных катастроф. Многие из них уже сбылись с поразительной точностью, подтверждая его репутацию как одного из самых точных провидцев современности. Одно из самых значимых предсказаний Айзена связано с распадом Советского Союза. В начале 90-х годов, когда страна еще была монолитной и сильной, мало кто мог предвидеть ее скорый и драматический конец. Однако Айзен предсказал этот исторический момент задолго до его наступления. В своих предсказаниях он говорил о том, что СССР не сможет сохранить свое единство и в скором времени распадется на множество независимых государств. Это предсказание было воспринято с недоверием, так как в то время Советский Союз казался нерушимой сверхдержавой. Но уже в декабре 1991 года его пророчество сбылось. СССР прекратил свое существование, оставив на его месте 15 независимых республик. Распад Советского Союза стал шоком для всего мира. Экономические и политические кризисы, которые последовали за этим событием, подтвердили глубину прозорливости Айзена. Его предсказание не только сбылось, но и дало понять, насколько точны могут быть его видения будущего. Айзен также предсказал начало войны и в Чечне. Еще в 1992 году, когда конфликт в регионе казался маловероятным, он говорил о грядущем вооруженном противостоянии. Он предвидел кровопролитие и разрушения, которые накроют Чечню в ближайшие годы. Его слова оказались пророческими. В 1994 году началась Первая Чеченская война, которая принесла множество страданий и разрушений. Айзен продолжал делать свои предсказания, видя дальнейшее развитие событий в своем регионе. Он говорил о повторной вспышке конфликта, которая произошла в 1999 году с началом Второй Чеченской войны. Предсказания Айзена относительно войны в Чечне включали не только ее начало, но и ключевые моменты конфликта, такие как битвы, перемирие и политические изменения. Его пророчества помогли многим людям подготовиться к грядущим трудностям и испытаниям. Одним из самых известных предсказаний Айзена стало предсказание о смерти принцессы Дианы и матери Терезы. Он предвидел эти трагические события задолго до их свершения. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года, а всего через несколько дней, 5 сентября этого же года, ушла из жизни мать Тереза. Айзен предсказал не только эти трагические события, но и их время, что сделало его пророчество особенно впечатляющим. Его предвидение этих смертей было воспринято с большим интересом и удивлением, так как мало кто мог ожидать столь точного предсказания. Айзен также предсказал и ряд природных катаклизмов, включая землетрясение в Турции, которое унесло жизни более 40 тысяч человек. Это землетрясение стало одним из самых разрушительных в истории Турции, и его предсказание снова подтвердило прозорливость Айзена. В конце прошлого года в одном из своих предсказаний Айзен говорил о грядущих природных катастрофах, которые затронут множество людей. Он упоминал о серьезных землетрясениях, наводнениях и других бедствиях, которые усложнят жизнь человечества. Эти слова прозвучали как предупреждение, когда в начале 2023 года Турцию поразило мощное землетрясение, многие вспомнили именно пророчество Айзена. Его предсказания о природных катастрофах не ограничиваются только Турцией. Айзен часто говорил и о глобальных изменениях климата и природных явлениях, которые могут оказать значительное влияние на жизнь людей по всему миру. Его слова служат предупреждением о необходимости быть готовыми к предсказуемым событиям и катаклизмам.
Однако его дар предвидения охватывает не только прошлое и настоящее, но и будущее. Некоторые из его пророчеств касаются грядущих глобальных событий, которые могут кардинально изменить мир. Среди этих предсказаний особое внимание привлекают его видения о голоде и экологических катастрофах. Айзен предсказывает, что мир столкнется с глобальным голодом, который затронет миллионы людей по всему миру. Он предупреждает, что этот голод будет вызван множеством факторов, включая политические конфликты, экономические кризисы и, самое главное, экологические проблемы. По его словам, запасы продовольствия сократятся до критического уровня, и многие страны будут вынуждены бороться за доступ к основным ресурсам. Айзен подчеркивает, что этот голод не будет результатом одного конкретного события, а скорее совокупностью различных факторов, которые постепенно накапливаются. Он указывает на важность международного сотрудничества и солидарности для предотвращения и смягчения последствий этого кризиса. Экологические катастрофы занимают и особое место в предсказаниях Айзена. Он утверждает, что мир столкнется с рядом природных бедствий, которые значительно усложнят жизнь человечества. Эти катастрофы будут включать сильные землетрясения, наводнения, ураганы и другие экстремальные погодные явления. Айзен предупреждает, что изменения климата будут играть ключевую роль в возникновении этих бедствий. Он также предсказывает, что массовые вымирания видов, деградация экосистем и загрязнение окружающей среды приведут к необратимым последствиям для планеты. Айзен подчеркивает, что человечество должно изменить свои подходы к использованию природных ресурсов и начать более ответственно относиться к окружающей среде, чтобы избежать катастрофических последствий. Несмотря на мрачные предсказания, Айзен верит, что у человечества есть шанс изменить свое будущее. Он призывает к глобальному сотрудничеству, к инновациям и изменениям в образе жизни. Айзен уверен, что только совместные усилия могут предотвратить глобальный голод и экологические катастрофы. Он подчеркивает важность инвестиций в зеленые технологии, устойчивое сельское хозяйство и программы по охране окружающей среды. Айзен также рекомендует людям на личном уровне изменить свои привычки и подходы к потреблению. Он предлагает уделять больше внимания переработке отходов, снижению уровня выбросов углерода и использованию возобновляемых источников энергии. По его мнению, каждый человек может внести свой вклад в борьбу с глобальными проблемами, и только совместными усилиями можно предотвратить грядущие бедствия. Айзен также отмечает и особую роль России в предотвращении глобального голода и экологических катастроф. Он считает, что именно Россия должна взять на себя лидерство в международных усилиях по спасению планеты. По его словам, у России есть все необходимые ресурсы и потенциал для того, чтобы стать примером для других стран и возглавить борьбу за устойчивое будущее. Он утверждает, что российские ученые, инженеры и политики должны активно участвовать в разработке и внедрении экологически чистых технологий, а также в разработке программ по борьбе с голодом. Айзен подчеркивает, что Россия должна использовать свои природные богатства и технологические достижения для создания устойчивой и процветающей глобальной экономики. Среди его пророчеств, которые еще предстоят, особое внимание привлекает предсказания о Третьей мировой. Этот аспект его видения вызывает наибольший интерес и беспокойство, так как затрагивает судьбу всего человечества. Айзен неоднократно упоминал о возможном начале Третьей мировой войны в ближайшие годы. По его словам, эта война будет намного разрушительнее предыдущих мировых конфликтов и затронет все континенты. Он описывает ее как глобальный катаклизм, который изменит политическую карту мира и повлияет на миллиарды людей. Прорицатель указывает, что война начнется из-за накопившихся противоречий между крупными мировыми державами, а также из экономических и ресурсных кризисов. Айзен считает, что конфликты, которые мы наблюдаем сегодня, лишь предвестники большого противостояния. Он подчеркивает, что основными причинами войны станут борьба за природные ресурсы, территориальные споры и стремление к доминированию.
Айзен убежден, что Россия сыграет ключевую роль в этом конфликте. По его словам, именно Россия сможет предотвратить полный крах человечества и остановить разрушительные силы. Айзен называет Россию мессией, которая спасет мир от полного уничтожения. Он предсказывает, что именно российское руководство будет способно мобилизовать свои силы и ресурсы для установления мира и предотвращения дальнейших разрушений. Прорицатель утверждает, что Россия не только выдержит удары врагов, но и выйдет из конфликта более сильной и объединенной. Он считает, что в результате Третьей мировой войны Россия станет мировым лидером и примером для других стран, показывая путь к восстановлению и процветанию. Айзен предсказывает, что после окончания Третьей мировой мировая геополитическая карта изменится до неузнаваемости. Он указывает на то, что многие нынешние альянсы и союзы распадутся, а на их месте возникнут новые объединения. Айзен считает, что ключевыми игроками на мировой арене станут страны, которые смогут адаптироваться к новым условиям и наладить сотрудничество друг с другом. Он также предсказывает, что в послевоенное время многие страны пересмотрят свои экономические и политические стратегии, осознав важность международного сотрудничества и устойчивого развития. Айзен уверен, что мир станет более многополярным, где ведущую роль будут играть не только старые державы, но и новые центры силы. Айзен предсказывает, что Третья мировая война приведет к серьезным экономическим последствиям для всего мира. Он считает, что глобальная экономика столкнется с глубочайшим кризисом, который затронет все отрасли и сферы жизни. Война приведет к разрушению инфраструктуры, потерям в человеческих ресурсах и огромным финансовым затратам на восстановление. Прорицатель указывает, что в послевоенный период многие страны будут вынуждены пересмотреть свои экономические модели и искать новые пути развития. Он подчеркивает важность инвестиций в инновации, зеленые технологии и устойчивое развитие. Айзен считает, что только так можно будет восстановить глобальную экономику и предотвратить повторение подобных катастроф в будущем. Айзен также предсказывает и значительные социальные изменения, которые произойдут уже после окончания Третьей мировой. По его словам, человечество осознает важность единства и сотрудничества, что приведет к созданию новых социальных структур и институтов. Он считает, что люди начнут больше ценить мир и стабильность, стремясь к построению более справедливого и равноправного общества. Прорицатель указывает на необходимость реформ в системе образования и воспитания, которые помогут новому поколению осознать важность мирного сосуществования и уважения к другим культурам и традициям. Айзен верит, что только через осознание и переосмысление своих ценностей и приоритетов человечество сможет избежать повторения глобальных катастроф. Несмотря на свои мрачные предсказания, Айзен верит, что Третью мировую можно предотвратить. Он призывает мировых лидеров и обычных людей к действиям, направленных на укрепление мира и безопасности. Прорицатель указывает на важность дипломатии, диалога и компромисса в решении международных конфликтов. Айзен также подчеркивает необходимость повышения уровня образования и информированности людей о глобальных проблемах и их решениях. Он считает, что только через осознанное и ответственное отношение к миру и друг к другу можно предотвратить грядущие катастрофы. Одним из ключевых аспектов его видения является будущее России и ее роль на мировой арене. Айзен предсказывает, что именно Россия станет центром мировых изменений и будущей мировой столицы. Айзен утверждает, что Россия, несмотря на все текущие трудности и вызовы, в будущем достигнет невиданного величия. Прорицатель уверен, что страна, пройдя через множество испытаний, укрепится и станет примером для других государств. Он предсказывает, что Россия возьмет на себя роль лидера, который сможет направить мир на путь процветания и стабильности. Прорицатель видит, что российский народ сплотится перед лицом глобальных вызовов и сможет преодолеть все трудности благодаря своей единой воле и духовной силе. Россия станет той страной, которая будет способна предложить миру новые решения для старых проблем, обеспечив глобальную безопасность и экономическое процветание.
Айзен предсказывает и значительный экономический рост в России. По его словам, страна начнет активно развивать инновационные технологии и промышленность, что позволит ей занять лидирующие позиции на мировом рынке. Он видит Россию как центр новых технологических разработок и научных исследований, которые будут привлекать таланты со всего мира. Прорицатель также указывает и на важность инвестиций в образование и здравоохранение. Он считает, что эти сферы станут ключевыми для будущего процветания страны. Россия, по его словам, будет активно поддерживать молодых ученых и предпринимателей, создавая условия для их роста и развития. Айзен предсказывает, что в будущем Россия проведет масштабные социальные реформы, направленные на улучшение качества жизни граждан. Он видит страну, где каждый человек будет иметь доступ к качественному образованию, медицинской помощи и достойным условиям труда. Прорицатель уверен, что Россия станет страной социальной справедливости и равенства. По его мнению, правительство будет активно работать над созданием новых рабочих мест и развитием инфраструктуры, что позволит сократить уровень безработицы и повысить благосостояние граждан. Айзен считает, что в будущем Россия станет примером для других стран в области социальной политики и защиты прав человека. Айзен предсказывает, что Россия займет центральное место на мировой арене. Он видит страну как ключевого игрока в международных отношениях, который будет способен влиять на глобальные процессы и принимать важные решения. Прорицатель уверен, что Россия станет мостом между Востоком и Западом, способствуя мирному урегулированию конфликтов и установлению стабильности. Прорицатель также указывает на важность международного сотрудничества. По его мнению, Россия будет активно участвовать в работе международных организаций и форумов, предлагая свои решения для глобальных проблем. Он видит страну, которая будет способна объединить различные нации и культуры, создавая основу для нового мирового порядка. Одним из самых удивительных предсказаний Айзена является строительство мировой столицы в России. Прорицатель видит будущее, где на территории Российской Федерации будет построен новый город, который станет центром глобальной политики, экономики и культуры. Этот город, по его мнению, будет символом нового мирового порядка, основанного на принципах справедливости, равенства и сотрудничества. Айзен предсказывает, что мировая столица будет построена с использованием передовых технологий и экологически чистых материалов. Он видит город, который станет образцом устойчивого развития и инновационного подхода к урбанистике. Прорицатель уверен, что этот город привлечет лучших специалистов и ученых со всего мира, создавая условия для их продуктивной работы и творчества. По словам Айзена, мировая столица в России станет и центром принятия глобальных решений. В этом городе будут располагаться международные организации и институты, которые будут заниматься решением мировых проблем, такие как изменение климата, бедность и конфликты. Айзен видит этот город как место, где будут разрабатываться и внедряться новые стратегии для устойчивого развития и глобальной безопасности. Прорицатель также предсказывает, что мировая столица станет культурным центром, где будут сосредоточены лучшие музеи, театры и университеты. Город станет площадкой для международных конференций и форумов, где будут обсуждаться важнейшие вопросы мирового развития. Айзен уверен, что этот город станет символом нового мирового порядка, основанного на сотрудничестве и взаимопонимании между народами. Айзен считает, что строительство мировой столицы в России окажет значительное влияние на мировую политику. Он предсказывает, что этот город станет местом, где будут разрабатываться новые международные контракты, соглашения, и направленные на укрепление мира и стабильности. Прорицатель уверен, что мировая столица станет символом новой эры, где государства будут сотрудничать на равных условиях, уважая права и интересы друг друга.
По его мнению, этот город станет местом, где будут решаться глобальные конфликты и кризисы. Айзен видит будущее, где мировая столица станет площадкой для переговоров и мирных урегулирований, что позволит избежать войн и всевозможных разрушений. Он уверен, что Россия сыграет ключевую роль в этом процессе, предлагая свои уникальные решения и, конечно же, подходы к мировым именно проблемам. Как вы знаете, Россия – страна с богатой историей, уникальной культурой и мощным духовным наследием. В последние десятилетия прорицатели и духовные лидеры, такие как чеченский предсказатель Айзен, предсказывали особую роль в будущем мира. И их пророчество утверждает, что Россия станет мессией, спасителем мира от империалистического зла и глобальных угроз. Вы знаете, Россия всегда играла ключевую роль на мировой арене. Ее история полна событий, которые изменяли ход мировой политики и культуры. С древних времен Россия выступала защитником христианства и традиционных ценностей. Это духовное наследие создает основу для пророчеств о роли России как мессии, спасителя мира. Айзен, как и многие другие прорицатели, указывают на важность духовного возрождения России. Он считает, что страна обладает особой миссией – защитить мир от империалистического зла, которое стремится подчинить себе все народы и государства. По его мнению, только Россия способна противостоять этим силам и сохранить мир. Империализм, стремление к доминированию и подчинению других народов – одна из главных угроз современного мира. Айзен утверждает, что Россия с ее историческим опытом борьбы с внешними агрессорами и сильным национальным духом способна противостоять этим угрозам. Прорицатель видит Россию как центр сопротивления империалистическим амбициям. Он считает, что страна должна мобилизовать все свои силы и ресурсы для борьбы с этими угрозами. Именно Россия должна стать примером для других народов, показывая, что независимость и суверенитет можно защитить, несмотря на все трудности. Айзен предсказывает, что Россия станет ключевым игроком на мировой арене, способным объединить разные народы и государства в борьбе против империалистического зла. Он видит страну как лидера нового мирового порядка, основанного на принципах справедливости, равенства и сотрудничества. Прорицатель считает, что Россия должна активнее участвовать в международных организациях и форумах, предлагая свои решения для глобальных проблем. Айзен и предсказывает значительное экономическое возрождение России. Он видит страну, которая активно развивает инновационные технологии, промышленность, создавая новые рабочие места и улучшая качество жизни граждан. Прорицатель уверен, что Россия станет лидером в области науки и технологий, привлекая таланты со всего мира. Экономический рост будет сопровождаться инвестициями в образование и здравоохранение. Именно эти сферы, по словам Айзена, станут ключевыми для будущего процветания России. Россия будет поддерживать молодых ученых и предпринимателей, создавая условия для их роста и развития. Кроме того, прорицатель предсказывает и масштабные социальные реформы в России. Он видит страну, где каждый человек имеет доступ и к качественному образованию, к медицинской помощи и достойным условиям труда. Кроме того, Айзен говорит о том, что Россия займет и центральное место на мировой арене. Он видит страну как ключевого игрока в международных отношениях, который будет способен влиять на глобальные процессы и принимать важные решения. Прорицатель уверен, что Россия станет мостом между Востоком и Западом, способствуя мирному урегулированию конфликтов и установлению стабильности. Россия будет активно участвовать и в работе международных организаций и форумов, предлагая свои решения для глобальных проблем. Таким образом, подводя итог, друзья, хочется сказать, что пророчество Айзена о будущем России и мире оставляет нас задумываться о грядущих событиях и возможностях. Независимо от того, верите ли вы в предсказания или нет, они заставляют нас обращать внимание на происходящее вокруг и задумываться о нашем месте в этом мире. Будущее всегда остается загадкой, но, как сказал Айзен, каждый из нас обладает искрой Божьей, и только от нас зависит, каким будет завтрашний день.
Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео и обсуждения интересных тем. Пишите в комментариях, а что вы думаете о пророчествах Айзена? И, друзья, какое ваше мнение? Как вы считаете, сбудется ли это или еще нет? Также не забываем подписываться, не забываем ставить лайк этому видео. Если у вас есть, друзья, какие-то вопросы, какие-то размышления, обязательно пишите в комментариях. Только, пожалуйста, не стоит ругаться, не стоит нести негатив, потому что если вы несете негатив в этот мир, а не созидание, это к вам все вернется. Вы думаете о том, что вы пишете в комментариях, и вас никто не видит, не слышит, и вас никто не знает. Но вы должны понимать, что есть Божьи законы, есть законы космоса, которые никто не отменял. Знаете, люди могут обманывать друг друга, но законы Божьи на сегодняшний день никто не мог обмануть, и все равно рано или поздно бумеранг возвращается. И вы знаете, что он возвращается в тот момент, когда человек просто-навсего это не ожидает. Стоит ли вам этого? И нет. Давайте вместе с вами в комментариях лучше писать, а что вы думаете? Как вы считаете, как нам нужно строить мир? Как должен человек, каждый из нас, поменяться? Почему люди злые? Почему люди завидуют? Почему люди несут негатив в этот мир? Хотя мы все с вами божественные создания, мы все с вами архитекторы своей судьбы, мы творцы своей жизни. И как только вы начинаете об этом понимать, вы знаете, ваша жизнь также начинает меняться. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.